Летом 2018 года в Пскове спасали 3 собак, которых кто-то залил гудроном и бросил умирать на пустыре под лучами палящего солнца. Десятки неравнодушных горожан в течение нескольких дней отчаянно боролись за жизни четвероногих в пункте передержки бездомных животных, отмывали от вязкой массы, подстригали, кормили. Спустя некоторое время у животных нашлись хозяева, одна из собак уехала на прежнее место жительства, а 2 других забрала за защита, так как хозяин не мог оставить их в деревне, где произошел такой вопиющий случай. В квартире они разнесли все в пух и прах, поэтому он решил отдать в приют Матильду и малыша, когда-то прибившихся к его дачному домику. Долго заживали химические ожоги на малыше, неделями отрастала шерсть на Матильде. А через пару месяцев оказалось, что собаки восхитительно красивые. Целый год они жили на лесопилке, специально для этой парочки построили вольер. Весь год к Матильде и малышу приезжал их бывший хозяин, выгуливал, увозя обоих в парк. Они уже знали его машину и радовались возможности вместе провести время. Особенно Матильда. Зоозащитники заметили, что малыш довольно спокойно переносит разлуку с Матильдой, так как пса периодически отсаживали. А вот Матильда просто с ума сходила в одиночестве. Самая сложная для нас задача – пристроить собак, понимая, что они привыкли быть вместе. Как найти хозяев, чтобы в их жизни больше не было трагедий? В этом случае нам казалось, что это невыполнимая задача, и в один дом их вряд ли возьмут. И вот спустя год за малышом приехали очень хорошие люди, и место для него нашли замечательное, и условия содержания превосходные. Одали, ревели, особенно Матильда, что было с Матильдой, называется верностью. Несколько дней без еды. Лежит в лёжку. Никого не принимает, подсаживали к ней других кавалеров. Спасал ситуацию только бывший хозяин, ему она по-прежнему невероятно радовалась и уезжала на несколько часов собачьего счастья. А потом опять тоска. Оказалось, что сердце болело не только у зоозащитников и Матильды. Все это время за нее переживал и бывший хозяин. И спустя несколько дней общих слез, хозяин признался, что тоже плакал, раздался звонок. «Я больше не могу видеть, как Мотя переживает. С одной собакой я справлюсь. Отдадите?» Вот так окончательно закончилась история гудронных собак. Теперь они дома и счастливы. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, если вам понравилась наша история.